дорогие девчонки! Сегодня, как видите, мы находимся в тренажерном зале, а значит речь пойдет именно о нем. Как же составить свою первую тренировку после длительного перерыва, на что следует обратить внимание и как, самое главное, не получить травму? Давайте сегодня об этом поговорим. Честно говоря, эта тема для меня стала действительно актуальной после переезда в Таиланд, так как мы действительно очень долго искали тренажерный зал, были свои проблемы, и где-то в течение 4 месяцев я не занималась в тренажерном зале вообще. Поэтому мне есть что вам сказать и о чем поговорить сегодня. На самом деле причин перерыва между вашими тренировками очень много. Возможно, вы просто заболели и лежите с температурой дома. Может быть, у вас какая-то очень сложная сессия в универе, или вы просто беременны, почему бы и нет. Наверняка вас уже не так сильно радует ваше отражение в зеркале, как было это раньше, и вам просто банально тяжело даются любые физические нагрузки. Просто взобраться на какую-то лестницу уже для вас становится тяжело. Так что с этим нужно срочно что-то делать. Обычно в такой ситуации даже опытные спортсмены приходят в тренажерный зал как обычно, как будто у них не было перерыва, и они берут те же самые дополнительные веса, те же самые штанги, начинают сжать, как это было раньше, и, конечно же, после этого получают травму. Кому это нужно? Я думаю, никому. Я, конечно, понимаю, мышечная память и все такое, но ваши мышцы отдыхали во время этого перерыва, и им нужно некоторое время для того, чтобы восстановиться. Да, они будут быстрее восстанавливаться, потому что вы занимались ранее, но все равно, если выполнять очень серьезные сложные упражнения без особой подготовки, разминки и с дополнительным весом, который для ваших мышц нынешний очень сложный, конечно же, очень велик шанс получения травмы. Поэтому давайте, наверное, начнем с правил, которые все-таки следует соблюдать для вашей первой тренировки после перерыва. Разминка перед вашей любой силовой тренировкой, кардиотренировкой, разминка всего вашего тела, всех ваших мышц и всех ваших суставов. После длительного перерыва ваши мышцы и ваши суставы потеряли былую эластичность, и очень важно их разогреть перед силовой тренировкой. Если когда-то раньше вы тренировались 3-4, а то и более раз в неделю, забудьте об этом. Сейчас у вас настали совершенно другие времена, когда нужно просто восстановиться и войти в эту колею, которая у вас когда-то была раньше. Для начала начните от 2 тренировок в неделю. Да, они будут сложными, но зато будет большой промежуток между днями тренировок, где-то 2-3 дня, для того, чтобы ваши мышцы больше восстанавливались. А поверьте, когда вы сделаете свою первую силовую тренировку, у вас будет такая крепатура, что действительно нужно будет очень долго восстанавливаться. Примерно через месяц таких 2 тренировок в неделю вы можете добавить еще один тренировочный день. В итоге у вас получится около 3 тренировок в неделю, и мне кажется, что этого вполне достаточно для того, чтобы иметь красивое, здоровое тело. Все-таки мы с вами занимаемся для здоровья, а не для того, чтобы выступать где-то на сцене. Конечно же, у вас возникнет вопрос, какие именно упражнения выполнять на тренировке после вашего перерыва. Я вам советую добавлять больше базовых упражнений в вашу тренировочную программу. Это, к примеру, приседания, становая тяга, жим лежа, выпады, подтягивания, различные базовые упражнения для того, чтобы вы включали больше мышечных групп в вашу работу. Так вы быстрее восстановитесь и, главное, вспомните технику выполнения этих упражнений. Следом возникает вопрос, а какого стиля должны быть ваши первые тренировки? Сплит-тренировки, к примеру, разделение на мышечные группы, или же круговые тренировки, когда за одно занятие мы работаем над всем вашим телом. Я бы склонялась ко второму варианту, это круговые тренировки, для того, чтобы вы действительно быстрее восстановились. Но, конечно же, здесь не стоит доходить до фанатизма и, к примеру, прорабатывать передний пучок дельты. Просто выбирайте мышечные группы покрупнее, ноги, например, пресс, спина, грудь, руки, и делайте парочку упражнений на эти мышечные группы. Со временем, когда вы окрепнете и восстановитесь, конечно же, можно будет перейти на сплит-систему. Что касается повторов, подходов и дополнительного веса, здесь ни в коем случае нельзя спешить. Не должно быть слишком мало повторов и не должно быть слишком много повторов. Выберите золотую середину. То же самое касается дополнительного веса. В общей сложности у вас должно быть от 6 до 12 повторов в одном упражнении. Что касается подходов, то это примерно 4 подхода на одно упражнение. Если вы будете выполнять очень большое количество повторений, то, конечно же,
же, после таких тренировок у вас будет все болеть. Крепатура — это, конечно, нормально после такого восстановления, после таких тренировок в первый день, допустим, но она не должна быть слишком длительной. У меня есть отдельное видео по поводу крепатуры, посмотрите его, пожалуйста, но еще раз хочу сказать, что обычно крепатура не должна длиться больше 5 дней. Если она длится дольше, то, пожалуйста, проверьтесь, возможно, вы получили травму. Возвращаясь в тренажерный зал после длительного перерыва, вы должны обратить внимание на длительность вашей тренировки. Она не должна превышать 60 минут, то есть 1 час. Я сейчас говорю именно о силовой части тренировки. Если у вас кардиотренировка отдельно, то это считается отдельно от вашей силовой тренировки. И, конечно, не забывайте, что вы приходите в тренажерный зал для того, чтобы работать, а не общаться с вашими друзьями. Если вы тренируетесь в течение 60 минут, а ваша силовая тренировка 20 минут, то, конечно, это не считается за тренировку. Разговоры — это не физическая активность. И еще один маленький совет, который вам действительно поможет не увильнуть от ваших тренировок, а действительно смотивироваться и ходить в залу по плану вашей тренировки. План тренировок должен быть. У вас должна быть прописанная схема ваших тренировок. Что вы делаете сегодня, сколько повторов, сколько подходов, какой дополнительный вес. Мне кажется, с такой схемой будет сложно увильнуть, и у вас будет действительно какая-то мотивация для того, чтобы закончить тренировку. Это что касается особенностей восстановления после перерыва, но также есть некоторые нюансы. Допустим, восстановление после болезни или, например, беременности. Очень часто девчонки, особенно молоденькие, спрашивают меня в сообщениях: Таня, можно ли тренироваться, когда у меня кашель, насморк или просто плохое самочувствие? Я вам здесь скажу одно единственное правило. Если вам плохо физически, ни в коем случае не тренируйтесь, потому что толку от такой тренировки не будет, а будет только хуже вашему здоровью. Пожалуйста, самое главное правило всех тренировок — не забывайте о своем здоровье. Это самое главное, о чем я вам говорю в каждом моем видео. Возвращаться к занятиям спортом нужно только тогда, когда вы полностью вылечились и у вас нет ни одного симптома болезни. Да и сами представьте, как вы будете тренироваться, если у вас, к примеру, насморк. Он будет сбивать ваше дыхание, а кашель будет только усиливаться. К примеру, когда вы работаете на пресс, у вас сдавливается диафрагма. Конечно же, это будет очень плохо для вашего здоровья. Ну и сама болезнь будет длиться дольше. Первые 2 недели после болезни исключите высокоинтенсивные тренировки из вашего расписания. К примеру, кардио или какие-то прыжки бурпи. Ну, в общем, что-то такое, которое занимает у вас очень много энергии. Вы можете в это время заняться йогой, пилатесом или легким фитнесом в домашних условиях. И, конечно же, не забывайте о питании в этот период, потому что вам нужны витамины, это различные фрукты, овощи, свежевыжатые соки и, конечно же, пейте больше воды, чтобы восстановить ваш водно-солевой баланс. Теперь, что касается беременности. Конечно, немножко странно слышать такие советы от меня, потому что я просто не была в такой ситуации. Все-таки многие из вас спрашивали меня, спрашивали моего мнения, как же все-таки восстановиться после беременности, после такого длительного перерыва. Мне кажется, что все перерывы в тренировках, которые длятся более чем 7-8 месяцев, после этого следует все-таки начинать с нуля, потому что все, что вы делали ранее, уже забыто вами напрочь, ваша мышечная память уже очень слабенько работает, и нужно начинать действительно с очень легких упражнений. Все фитнес-программы, составленные для будущих мам, это все-таки очень-очень легкая нагрузка, которая больше предназначена для того, чтобы подготовить женщину к беременности, а не поддержать ее физическую форму. Многие упражнения в этих тренировках рассчитаны на пресс, на мышцы тазового дна, неплохую нагрузку получают руки. И, естественно, во время беременности в организме женщины происходит бешеный выброс разных гормонов, и, конечно, многие из нас набирают вес. И что же делать? Конечно же, нужно восстанавливаться, а восстанавливаться придется очень долго, длительно и Если вы хотите действительного результата, то регулярно. Регулярно посещая тренажерный зал 2-3 раза в неделю или же выполняя такие тренировки, силовые тренировки в домашних условиях, выполняя растяжку, можно восстановиться. Но для этого потребуется довольно-таки много времени. Конечно, все индивидуально. Кому-то потребуется 2-3 месяца, кому-то целые годы. Очень многое зависит от вашего питания, потому что молодым мамочкам, наверное, я говорю наверное, потому что еще не сталкивалась с этим, потому что у тебя все-таки есть ребенок, ты к нему привязана, и многие девушки, действительно сильные, волевые девушки, даже приходят с ребенком в тренажерный зал.
Если вы действительно настроены на результат и хотите быстро восстановиться после родов, то, естественно, вам необходимо регулярно тренироваться в тренажерном зале 2-3 раза в неделю или же в домашних условиях, когда у вас есть свободная минутка, когда ваш ребенок спит. Очень многие девчонки, беременные девушки после родов пишут мне и говорят, что Таня, я занимаюсь по твоим тренировкам, когда мой ребенок спит, и даже мой ребенок тебя иногда узнает. Большое спасибо девчонкам, что я как-то вдохновляю вас действительно для того, чтобы восстанавливаться после родов. И это действительно мамочки-герои, которые находят время для того, чтобы заняться собой, а не всю себя отдавать ребенку. Что касается тренировок после длительного перерыва, то мне кажется, тут дело все обстоит не в каких-то советах, каких-то упражнениях, а в личностной мотивации самого себя. На первую тренировку пойти не так уж и сложно. Даже иногда многие хотят и спешат в тренажерный зал, чтобы наконец-то начать тренироваться. А вот вторая, третья, четвертая тренировка после этого всего немногие начнут тренироваться так, как это было раньше, потому что кто-то обленится, кому-то все-таки понравится лежать на диване, как он отдыхал в былое время, когда он там, допустим, болел или чем-то был занят. Но все-таки давайте приравняем, что для вас лучше: быть всегда здоровым, быть всегда красивым, одевать одежду, которую ты хочешь, нравиться своему мужу, пусть подружки ваши завидуют, да, или же лежать постоянно на диване, ныть, что я бездарность, никогда не одевать то, что хочешь, и, в общем-то, постоянно комплексовать по поводу своей внешности. Поэтому я вам желаю провести свою первую, вторую, третью и так далее тренировки качественно и без всяких травм. Пожалуйста, следите за собой и берегите свое здоровье. А мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!